Всем привет! Меня зовут Калинина Татьяна, вы на канале Школы прогнозов Альфа. Я руководитель этой школы, астролог, прогнозист, исследователь, автор книг и публикаций. И сегодня я начинаю свой фирменный прямой эфир с карканьем ворон. Естественно, мы будем делать прогнозы и предсказания для стран и государств. Сейчас такое время, да, когда все это очень волнительно и ну, скажем, мы задеваем тяжелые темы, такие как война, угроза для здоровья, жизни и тому подобное. И я вам обещала, вот моя помощница пролетела, ворона, я вам обещала, что я посмотрю насчет Третьей мировой войны, и в прошлых эфирах упоминала, что пока не готова дать никакого ответа, будет она, не будет. И я хотела бы пояснить, почему я вообще стала делать это исследование. Конечно, с точки зрения политики можно сделать один вывод, с точки зрения каких-то течений касаемо заговоров теневых, значит, правительств, можно сделать другой вывод и так далее и тому подобное. То есть если руководствоваться мозгами, то можно было вообще, например, не проверять, да, будет ли Третья мировая или не будет, потому что если она будет, то это ядерная война и уничтожение жизни на планете, ну, либо там большей части населения на планете. Но я астролог и верю прежде всего своим инструментам, и не раз меня это спасала от ошибки, потому что, насколько я себя помню, вот, например, касаемо выборов в США, да, выборы, которые происходили между Трампом и Хиллари Клинтон, все говорили 80% вероятности, что будет Хиллари Клинтон, и у нее были потрясающие рейтинги, а нифига. Вот мои инструменты говорили, что Трамп будет президентом, и я все-таки заткнула уши и поверила своим инструментам, и так оно и оказалось. Второй раз, когда выбор стоял между Байденом и Трампом, тоже все говорят, какой Байден, это старый дряхлый старик, Трамп всем нравится и так далее. И тем не менее, все случилось наоборот. Поэтому в данном случае тоже я решила верить только своим инструментам и решила сделать небольшое исследование на предмет того, как выглядит именно мировая война, в чем ее отличие от обычной войны. И хочу сегодня результаты этого исследования вам показать. Те, кто астрологи, будет им очень интересно, потому что я поделюсь именно техниками. Те, кто не астрологи, то я постараюсь для вас формулировать выводы из астрологических позиций максимально просто, легко, доступно. Поэтому приглашаю всех сейчас на наш прямой эфир. И хочу вам рассказать о том, что мы сейчас с вами будем заниматься мунданной астрологией, как бы это ни звучало, черт подери. И мунданная астрология занимается гороскопами стран, государств, политическими прогнозами и тому подобное, там, предсказанием землетрясений, голода и так далее. То есть в целом вы должны понимать, что мунданная астрология занимается всякой жестью. Поэтому я вас прошу не писать мне комментарии типа «Ой, как все мрачно», да, как бы мы сейчас действительно погружаемся в мрачную тему и хотим определить, будет или не будет. По мунданной астрологии у нас в апреле стартует курс. Курс записан несколько лет назад, и там уже сделаны предсказания. Некоторые предсказания уже по времени сбылись, какие-то еще не сбылись, потому что они касаются 23, 24, 25 годов и так далее. И я думаю, что вам всем будет очень интересно, те, кто астрологи, очень интересно будет пройти этот курс, потому что в 2022 году, к сожалению, мы должны руководствоваться не только ссылаться не только на гороскоп самого человека, но и на гороскоп его региона или страны, потому что мы сейчас все очень сильно зависим от вот этой геополитической обстановки, и люди сейчас приходят за конкретными ответами на конкретные свои вопросы. Переезжать, не переезжать, сохраню деньги, не сохраню, работа будет стабильная или нестабильная, и тут все зависит от общей нашей кармы, извините, во многом, от того, будет ли война там или не будет. Переходим к основной части повествования. Я хочу вам показать, значит, как выглядели гороскопы в
Второй мировой войны и Первой мировой войны. Вот если мы обратимся к Первой мировой войне, которая началась летом 1914 года, давайте проверим ее по гороскопу Англии. Это годовой гороскоп для страны, которая была лидером, скажем так, она была непосредственным участником этой войны. Я выбирала страны, которые максимально были задеты войнами, в том числе, да, и мировыми, и Украину рассмотрим с вами, как страну, пострадавшую от сегодняшних военных действий. То есть я выбирала самых таких ярких, у кого точно в гороскопе должно быть все видно. Так вот, что мы здесь видим в гороскопе? Мы видим, что хозяин седьмого дома, то есть это гороскоп Англии, которая была участницей Первой мировой войны, накануне начала Первой мировой войны, вот чтобы вы понимали. Хозяин седьмого дома, который отвечает за мир или за войну, он в падении, это Юпитер. Юпитер это находится в знаке Козерога, и он находится в накшатре Уттарашадха. Пурвашадха, Уттарашадха — это две накшатры, которые связаны с войной. С объявлением войны больше связана Пурвашадха, Уттарашадха, ну, в чуть меньшей степени. Ну, в общем, этот Юпитер стоит в одной из этих накшатр. Дальше мы видим с вами, что он находится в падении, в слабом положении, то есть все это уже как бы символ того, что будет война. Но в целом это все, скажем так, стандартно. Марс здесь тоже портит этот Юпитер. Марс — планета войны, хозяин восьмого дома кризисов. Марс соединен с Плутоном. Плутон в Кендре. То есть тут характерная картина вторжения в страну. То, что в этом году будет вторжение в страну. В чем здесь сила величия вот этой войны? В чем оно? Первое, то, что очень наполнен знак Стрельца. И причем знак Стрельца наполнен около ядра галактики Млечный Путь. Именно галактики, которые расположены в знаке Стрельца и в знаке Овна, делают событие великим и значимым для всего мира. И в следующем гороскопе я, например, прямо очень четко вам покажу, как вот именно соединение с галактическим центром, оно вот таким образом работает. И если вы обратите внимание, сегодня мы с вами под логотипом Deep Sky выходим в прямой эфир, потому что этот прямой эфир будет касаться именно вот этой новой ниши астрологии, которую мы разрабатываем в нашей школе, тогда, когда мы добавляем к основным инструментам астролога Deep Sky объекты. И с их помощью видим больше, лучше, конкретнее. Вот в этом суть нашего инновационного проекта. Давайте я немножко расскажу про то, что такое галактика. Посмотрите, вот то, что мы видим с вами на ночном небе, когда мы за городом, когда у нас прекрасные условия для наблюдений и нету городского света рядом, мы видим с вами вот такую прекрасную картину. Я думаю, что мало кто видел Млечный Путь именно таким. Все-таки обычно условия для наблюдений похуже. Но вот это фотография того, как выглядит галактика, в которой мы живем, как выглядит наш дом. Галактика — это собрание, скопление звезд, их количество может варьироваться, есть галактики поменьше, побольше. У нас совершенно характерная стандартная галактика, скажем так, средненькая по размерам, и она содержит в себе чуть более, по расчетам ученых, чуть более 1 миллиарда, разное количество планет, но совершенно стандартная звезда типа Солнца. Мы с вами находимся в стандартной галактике, в стандартной Солнечной системе, звездной системе, совершенно стандартными вот такими характерными, самыми распространенными свойствами. Поэтому все
безобразие заключается в том, что мы верим, многие из нас верят, что мы в этой вселенной одни, такие уникальные, но мы живем с вами в совершенно стандартной галактике, в совершенно стандартной звездной системе, на среднем расстоянии от материнской звезды, и как бы вообще непонятно, в чем наша с вами уникальность, кроме того, что мы с вами как-то размножились, да, и ушли от чисто биологической жизни, такой микробной. И вот удивительно, что вся эта галактика — это все потенциально 1 миллиард таких миров, как мы. Галактика связывает звезды между собой гравитацией. У галактики есть центр. В центре находится, по расчетам, по предположениям ученых, в центре галактики Млечный Путь находится большая массивная черная дыра. Это супер большое тело, которое имеет настолько высокую гравитацию, то есть силу притяжения к себе, что даже фотоны света не способны преодолеть эту силу притяжения, и они не распространяются от звезды. Она не светится в видимом диапазоне, но зато она светится в радиодиапазоне, в ультрафиолетовом тоже может проявлять себя, и другими способами. Так вот, вот этот центр галактики, Млечный Путь, он невероятно мощный, он содержит в себе огромное количество энергии. И центр галактики Млечный Путь находится в Стрельце, в первых 10 градусах Стрельца. Поэтому, когда планеты, у нас тут самолетики летают, когда планеты попадают в знак Стрельца, в астрологии считается, что это вот такое святое место, да, в гороскопе, что вот обязательно тебе будет от этого счастье. Да, многие планеты в Стрельце ведут себя очень хорошо, дарят хорошие результаты, кроме Раху. А вот что касается мировых войн, вот давайте вспомним тот гороскоп, который мы с вами смотрели. Вот здесь мы с вами видим, что здесь вот этот галактический центр в знаке Стрельца, он переполнен планетами. То есть то, что случится в этом году в Англии, по всей видимости, это война, потому что тут характерные признаки, да, войны. Хозяин седьмого испорчен, аспект от Марса, Плутон в Кендре. Вот это вот событие, вот этот год, он будет масштабным для всего мира, вот для нашей планеты. И эту мощь, эту силу дает именно галактический центр, который, в общем-то, сосредотачивает в себе невероятно непостижимое огромное количество энергии. То есть с точки зрения науки, с точки зрения физики, наш мозг не может понять такую плотность вещества, такую силу гравитации, такую мощь и скопление энергии. Я хочу показать вам еще одну галактику. Это галактика Андромеды. Здесь она сфотографирована мной в мой собственный телескоп. Здесь она видна в видимом диапазоне, то есть это фотография в видимом диапазоне. Есть еще радиодиапазон, есть диапазон, то есть радиолучи, есть диапазон измерения и запечатления небесных объектов на супер узкие фильтры, например, те фотографии, которые можно запечатлеть только ионизированный водород, только азот и так далее. И если мы в видимом диапазоне видим вот эту галактику таким образом, тут еле-еле проглядываются вот эти спиральные рукава, которые вокруг центра закручивают всю систему галактическую, то, например, научный снимок, который синтезирован с использованием радиочастот, с использованием других вот этих методик, да, запечатления газопылевых облаков вокруг вот этого мощного ядра, видимый диапазон плюс вот эти несколько диапазонов дают нам вот такую картину. И тут уже мы более четко можем с вами рассмотреть, что да, вот эта галактика Андромеды, про которую мы начали говорить, она имеет мощный центр, она достаточно протяженная. Это самая протяженная галактика, которая видна с Земли. И ее угловой размер, то есть расстояние от края до края, это как 6 полных лун.
Можете себе представить, да, Луна, если мы посмотрим на небо, достаточно такой крупный объект, и вот эта галактика Андромеда, если бы мы могли видеть ее полностью своим глазом, а не техникой, то мы бы увидели 6 лун рядом, да, такой огромный объект. Вот этот объект находится в созвездии значения в гороскопе. Они, скорее всего, приносят какие-то необычные результаты. И мое предположение заключается в том, что все-таки соединение планет с центром галактики или с какой-то галактикой дает масштабные события. То есть то, что обещает планета в этом гороскопе, это будет супер масштабно в рамках жизни человека или в рамках жизни всей планеты, если мы говорим с вами о гороскопе государства и какой-то войне, которая началась в каком-то государстве. Что здесь хочу еще отметить интересного? У галактики Андромеды есть несколько спутников, как видите, вот, например, в левой части экрана по центру такое облачко, на том же уровне справа от галактики тоже облачко. Это спутники галактики Андромеды, которые она по итогу скушает, ну, скажем, она их притянет, и они сольются в одно образование. Так вот, ближайших галактик, которые как-то могут повлиять на наш гороскоп, по моим расчетам, сейчас две. Это галактика Андромеды, это галактика треугольника, который тоже находится в Овне. И третью забыла, посчитала две, на самом деле их три. Третья — это, конечно, центр галактики Млечный Путь, который внутри которого мы живем. Так, давайте посмотрим гороскоп США на 1939 год. Это тоже годовой гороскоп, который должен показать нам какое-то интересное событие, да? А именно начало Второй мировой войны. Смотрим. Значит, у нас хозяин 7-го дома Юпитер вместе с Луной находится. И Юпитер хозяин года, то есть Юпитер показывает главное событие в году. И, как вы видите, Юпитер как бы очень такой, с одной стороны, симпатичный, не предвещает ничего плохого, потому что он находится в рыбах, еще и в Гаджи Кешери йоге. Да? Если вы джотиша, астролог, то вы знаете, что Гаджи Кешери йога — это супер классное сочетание планет Юпитера и Луны, которое обещает много лошадей и слонов. Другими словами, на современный язык перекладывая, скажем, это дает мощь человеку, процветание и может дать богатство, скажем, разные средства передвижения, и яхты, и машины, и так далее. Так вот, в мунданной астрологии, когда дело касается войны, все переворачивается, как вы видите, и это великая комбинация, великая йога соединения Луны и Юпитера, и еще и Маха-Пуруша йога здесь присутствует. Они работают не в плюс, а в минус, то есть то, что начинается через Юпитер, оно будет великим, большим. Тут же вы можете заметить Сатурн и Кету в знаке Овна. И как раз-таки Сатурн находится четенько в центре галактики Андромеды. Галактика Андромеды имеет протяженность 3 градуса в гороскопе. Если вы были на нашем мастер-классе «Неподвижные звезды 2.0», то вы получали файл с положением всех неподвижных звезд. Так вот, я туда добавила уже галактику Андромеды, которая с 4 по 7 градус там идет, и галактику Млечный Путь добавила, и галактика созвездия Треугольник. Тоже он в Овне находится, прямо за Андромедой идет вслед. И Сатурн, получается, планета кармы всего человечества, грубо говоря, потому что он долго, медленно идет, он всем показывает изменения всей планете. Вот он находится в центре этой галактики. Поэтому испорченный такой Сатурн, который говорит об отсутствии терпения, о каком-то трагическом событии, потому что он вместе с Кету, ну и потому что он в падении. И вот он стоит рядом с этой галактикой Андромеды, то есть делает событие масштабным. Ну и Гаджи Кешери йога, конечно, тоже. Давайте посмотрим на следующий гороскоп. Вот гороскоп Польши. Значит, Вторая мировая война началась с вторжения
Германии в Польшу. Так вот, то есть это гороскоп на начало самих военных действий. Давайте посмотрим, чего там и как. Вот здесь уже мы видим с вами, что Сатурн, который соединяется с галактикой Андромеды, то есть такая мощь получается у него, да, и он обретает вот эту мощь этой галактики, как раз-таки этот Сатурн хозяин 7-го дома мира или войны. Естественно, это война, потому что в таком положении Сатурн врагу не пожелаешь. Вот, собственно, как бы это самый главный посыл, который я хотела вам сказать. Тут есть четкий аспект квадратуры от Плутона к Сатурну. Западные астрологи, всем привет! Всем привет, меня зовут Татьяна Калинина. И да, я практикую использование транссатурновых планет. Так, у меня солнышко здесь немножко догоняет, поэтому я вот так вот пересяду. В общем, посмотрите, здесь как раз Сатурн обретает вот эту мощь планеты, которая дает войну. Ну тут тоже, кстати, вон, смотрите, Гаджа Кешари Йога тоже величие дает. Марс экзальтированный не в очень точных аспектах к Плутону и Сатурну, ну так, в таких неточных, в каком-то более-менее взаимодействие есть, но оно не стопроцентное. То есть напряженные аспекты между Марсом, Сатурном, Плутоном, они присутствуют в какой-то степени. И тут Сатурн соединен с Кету, да? Вот Кету 7,22 Ашвини, а Сатурн где ты? 7,59. Ну, да, это супер точное соединение. То есть вот такая кармическая планета Кету, которая говорит о том, что не открутишься, она соединена вот с этим Сатурном злосчастным. Так вот, давайте переходить к нашим баранам. Вот так выглядят мировые войны, понимаете? То есть там не только какие-то стандартные вещи присутствуют, но еще и признаки величия. И, между прочим, вот эта Гаджа Кешари Йога, она меня обманула. Когда я делала прогноз для России, в прогнозе для России на 2022 год, я сказала, что я больших войн от России не жду. Я основывалась на том, что в годовом гороскопе Юпитер, хозяин года, находится, он хозяин 7-го дома войны или мира, и он также находится в Гаджа Кешари Йоге. И я думала, Гаджа Кешари Йога, наоборот, все смягчит. А когда я посмотрела гороскопы мировых войн, я увидела, наоборот, что вот эти йоги мощные, они, наоборот, подначивают в минус. То есть мощь дают в минус. Вот поэтому произошла такая ошибка досадная. То есть для Украины я войну видела, а для России нет. И я никак не могла связать. Но ошибка технически была в том, что я Гаджа Кешари Йогу приняла за смягчающий элемент. А нет, нифига. Так оно не работает. В общем, если мы с вами перейдем к гороскопу начала войны именно в Украине, то мы, возможно, с вами поймем, на каком свете мы находимся. Да? Будет Третья мировая сейчас раскручена из этого конфликта или не будет. Давайте вообще в целом поймем, что это за гороскоп. Это момент, когда Владимир Владимирович Путин вышел в эфир, не в прямой эфир, конечно, выступил перед, значит, гражданами России. Эта запись была выпущена по телевизору в эфире 24 февраля в 5 часов 48 или 58 минут. Сейчас тоже, опять же, уже минуты эти все подзабыл. И вот такой получился гороскоп. Вот здесь очень хорошо видно, что это гороскоп какого-то события, связанного с конфликтом, причем с военным конфликтом. Смотрите, Меркурий стоит в 1-м доме, то есть чувствуется, что это гороскоп новость или какая-то речь Меркурий. Сатурн, Плутон в 1-м доме ясно говорят о том, что речь не любовное признание, а объявление войны или там какое-то военное напряжение. И меня поразило то, что хозяйка 7-го дома войны или мира
который мы каждый, да, в прямом эфире, в каждом прямом эфире я вам вбиваю это в голову, что 7-й дом — это мир или война. Вот эта хозяйка 7-го дома Луна находится в соединении с звездой Антарес. Прям четко-четко, смотрите, вот Луна 14 градусов 18 минут, и вот там стоит в Скорпионе звезда Антарес. Антарес это значит такой же, как Марс. Ну, она также красненьким светится, эта звездочка. Это сердце Скорпиона, и она отвечает за войны, взрывы и всякие такие технологические катастрофы. И меня настолько это поразило, вот у меня всегда такая растерянность. Это астрологи Путину рассчитывают или карма, когда выйти ему в эфир, когда ему вот это объявление войны сделать, или карма настолько хитра и сложна, что мы вообще как марионетки в четкой матрице вот этой находимся, и, грубо говоря, даже прямой эфир выходит тогда, когда эта Луна, представьте, как быстро движется Луна, за 2 дня 1 градус, когда эта Луна подошла к этому Антарес четко-четко. Вот это меня, конечно, просто поразило до глубины души, что есть какая-то внешняя сила, которыми нами руководит до минуты, понимаете, до минуты она руководит нашим миром, нами, нашей судьбой, счастьем или неприятностями, которые у нас случаются. Так вот, в данном гороскопе в целом, скажем, есть признаки того, что эта война не на 5 минут, да, она мощная. У нас Гаджикешари-йога между Луной и Юпитером, но они не в соединении. Маха-Пуруша-йоги между хозяином 7-го дома и с какой-то другой планеты нету. То есть уже как бы получается, что один признак Великой войны промазали, да? Ну, нету его. А теперь давайте посмотрим Венеру и Марс, потому что они вполне могут находиться рядом с галактическим центром. Венера у нас 27 градусов Стрельца, Марс 28 градусов Стрельца. То есть они в планетной войне где-то в самом конце. Но это не близко к галактическому центру. Да, Млечный Путь — огромное образование, но все-таки первые 10 градусов, как я пыталась рассчитать по своим именно астрономическим приложениям, именно первые 10 градусов Стрельца, они работают вот так вот мощно, супер мощно. То есть это Венера и Марс, они как бы малость промазали. Плюс они не являются хозяевами 7-го дома войны, например. Здесь видно, что какая-то мощная страна, мощный враг объявляет войну. Это же гороскоп Украины, то есть это составлено на Киев, я хотела бы вам пояснить. Тут видно, что в 1-м доме Сатурн такой мощный, да, и интересно, как Сатурн, который олицетворяет людей уже старшего возраста, как он становится напротив вот этой знака молодой Луны. Так как будто бы Сатурн — это президент России, а Луна — это президент Украины, который, конечно, значительно моложе. В общем, есть тут и такие интересные нюансы. Вот, поэтому Венера с Марсом промазали, знак Овна стоит пустой, там Уран, но он тоже уже отошел от галактики Андромеды, от галактики треугольника тоже отошел, они в первых 10 градусах тоже находятся. Поэтому, в общем-то, война, конечно, не маленькая, война разрушительная, потому что есть Гаджикешари-йога между Луной и Юпитером, но признаков мощи для всего мира здесь нет. Поэтому из своих вот этих исследований я сделаю вывод, что все-таки эта война в Третью мировую не перейдет. Плюс я, конечно, не ограничилась этими 3 гороскопами. Я вчера целый день с этим сидела. Я проверяла годовые гороскопы России, США, гороскопы Украины, естественно, на каждый год проверила. И увидела, что, да, как бы мимо, да, то есть вот так, чтобы сличить со Второй мировой или там с Первой мировой, этих признаков там нет. Поэтому я делаю вывод, что все-таки
можно, ну, скажем, в этот момент порадоваться за нашу планету, что все-таки мы пронесло, пронесло как-то, ну, по большому счету, да, то есть, потому что миллионами, там, десятками, сотнями миллионов может обернуться жизней, может обернуться мировая война. И, конечно, не хотелось бы совершенно бы этого. Хотя вы знаете, что я такая любительница всякую жесть поразбирать. Ну, собственно, поэтому я вам сейчас прямой эфир и провожу не по теме того, как захомутать мужчину, да, а по теме какой-то там войны. Вот. Ну, и даже учитывая это, что я как бы мрачноватый, да, этот астролог, все равно я вчера вздохнула с удовольствием и с облегчением, потому что, ну, не хотелось бы, да, Третьей мировой, конечно. Так, уже тут рассуждение про газ и пшеницу. Вот единственное, что, скажем, немножечко не вяжется у меня в одну картину, что я вижу во многих странах, что они в ближайшее время конфликтуют. То есть, если это не мировая война, есть какие-то другие причины обострения военного сектора, да, в каждой стране. Пока мои предположения следующие, что АДКБ, скорее всего, входящий вот этот договор коллективной безопасности, они будут относительно неактивно втянуты в какую-то войну. Ну, то есть активно-неактивно я рассуждаю следующим образом. Вот Украина активна, да, вот бомбят города, вот стирают с лица земли. Остальные как-то еще легко отделываются. Вот я рассчитываю на то, что по прогнозам вижу, что страны АДКБ будут вот так вот как-то втянуты во что-то. И вижу, что европейские страны тоже начинают свой военный сектор увеличивать, укреплять и конфликтовать, и там недоразумения с соседями и так далее. Возможно, это связано с тем, что Евросоюз вот распадется в течение ближайших лет, или каким-то образом они в этом Евросоюзе решат, что, ребята, теперь у каждого должна быть своя армия, мы не хотим содержать всех, да, армию для всех, давайте-ка каждый будет суетиться, и, может быть, каждая страна будет свой военный сектор поднимать. То есть вот какие-то, значит, другие факторы говорят о том, поясняют, почему столько военного напряжения в мире в ближайшие годы будет. Оно присутствует, но, слава богу, это не Третья мировая. Третьей мировой все же не будет. Судя по моим исследованиям, нет. На ближайшие годы, понимаете, я же смотрю там ближайшие 3, 4, 5 лет. Я же не смотрю ближайшие 100 лет. Точно ли распад Евросоюза? Ну, 80%, да, что они распадутся там до 26 года. У них в 25 году будет какая-то большая война или какой-то большие неприятности. Потому что, вот смотрите, ковид – это тоже вроде бы медицинская проблема, а сколько было военного сектора активизировано. И лагеря были вот эти, в которых лечили ковидных, да, и комендантский час был, и контроль от военных, прям военные контролировали города, чтобы все соблюдали этот комендантский час был. Чего только не было. То есть вот эпидемия, она привела к тому, что военные пригодились. Так вот, военные будут пригождаться постоянно в ближайшие годы. Видимо, у нас то понос, то золотуха. Я хотела прокомментировать Китай и Тайвань. Ребят, я в этом прогнозе вас предупреждала, что мы ищем даты вокруг 27 марта, поэтому рановато еще радоваться. Вам рассказать, вот насколько сейчас у Евросоюза нет армии, собирается, но пока нет. Будет. У вас несчастные случаи на стройке были? Нет, будут. Так вот, будут они делать эту армию? Обязательно. Так, короче, что я хотела вам сказать. Вот как я вообще хотела прокомментировать все это безобразие происходящее для сферы астрологии. Астрология
раньше вот была такой очень частной, очень примитивной. Сейчас люди уже стали искушенными, и они, когда приходят к астрологу, они говорят: я хочу, значит, знать, да, когда мне переехать. Вот какие у меня запросы просто колоссальные. Моего сына, мой сын получил повестку. Он будет воевать или нет? Ему удастся ко мне в США перебраться или нет? А если будет воевать, его убьют или нет? Понимаете? То есть сейчас настолько большая детализация нужна, чтобы люди получили ответы на свои вопросы, что это как бы нам нужно развиваться семимильными шагами с вами, как астрологи, чтобы такие клиенты не уходили от нас к более успешным, умным и образованным астрологам. Поэтому, если раньше мы просто разбирали гороскоп этого мальчика, да, этого молодого человека, то сейчас мы будем вынуждены и гороскоп мальчика, и гороскоп матери смотреть, есть ли у нее потеря или нет, и гороскоп страны, будет страна воевать или нет. И также сравнивать гороскоп страны и гороскоп этого парня, совпадают ли периоды, которые могут дать общий призыв с его там гороскопом, грубо говоря. То есть совпадает ли период, когда он вернется домой с окончанием войны, или он вернется с ранением. Понимаете, вот чтобы это все достижимый уровень, это не какая-то там фантастика, это просто уровень, который требует определенных техник. И если раньше я как астролог действительно посмотрела этот гороскопчик, такая: ну, вы выйдете замуж там-то, там-то, да, тогда-то, тогда-то, то теперь я смотрю это, когда как железный человек, у которого вот так вот анализируются данные, собираются в одну картину. И, к сожалению, обратной дороги нет. Потому что люди уже понимают, что астролог должен прогнозировать. Они уже, ну, как бы не довольствуются малым. Потому что это раньше астрологи могли очковтирательством вот этим заниматься. У тебя энергия такая, у тебя энергия сякая. Вот вы меня как можете пропесочить сейчас. 27 марта прошло, а на Тайвань нападений нет. То есть есть какие-то сейчас конкретные критерии. Сбылось, не сбылось, успешно, не успешно. Почему не успешно? Вот я сегодня вам, например, показала какую-то свою ошибку, и почему я ошиблась, поделилась с вами, что оказывается, это работает чуть-чуть по-другому. Мы должны перенастроить свои оптические системы, да, и вот эту ситуацию Гаджи Кешери Йога расценивать как усиливающий эффект, а не как спасающего от всего зла. Вот такая история. То есть уже есть какие-то критерии конкретные. Ну вон, Кейт пишет, что землетрясение было большое. Надо почитать, я не слышала. Сложность, вон девушка пишет, политология плюс астрология. Надо посмотреть на ваш канал, интересно. Согласна со сложностью детализации, на консультации анализирую много карт. Да, уже ты как бы простеньким прогнозиком не обойдешься. И в связи с этим я уверена, что те астрологи, которые не знают прогнозирования, они останутся без работы в промежутке год-полтора, потому что, как я уже не раз говорила, мы уже выпустили, вот с последнего только курса, мы выпустили 155 астрологов, которые готовы рвать и метать. То есть у них есть знания и запал, и опыт, который они наработали внутри нашей школы, чтобы каждого клиента, скажем, ответить на его вопросы и удовлетворить его потребности на уровне намного выше, чем у конкурентов их, да, тех астрологов, которые консультируют. Поэтому это сейчас 155, а через 3 месяца мы еще выпустим таких же подкованных, там, 100, а потом еще, потому что школа растет и развивается. И уже в России там 500 будет астрологов, которые классно прогнозируют. И они, поверьте мне, и молва о них будет идти, и сами они могут развиваться, вот так, такие каналы открывать, допустим, и забирать клиентов просто себе. Поэтому, если не хотите остаться без работы, вам нужно изучать прогнозирование. Это уже факт 2022 года. Через год
Я даже не буду это вам рассказывать и обсуждать, потому что это будет настолько очевидно, что вы мне будете говорить: "Таня, о чем эфир? Почему ты нам рассказываешь элементарнейшие вещи?" Да, как бы выкл, Таня выкл. Это сейчас я вам говорю: "Ребята, смотрите, вот, куда мы идем, и подмечайте, подмечайте, да, подстраивайтесь". А потом это уже будет, не актуально абсолютно. Как говорить матерям, что у сына смерть в карте, потеря жилья и прочее. Я вам дам совет. Смотрите, если к вам поступает запрос вот такой вот травматичный, да, где, возможно, какая-то трагедия, я вам рекомендую так: брать данные, напишите точные данные, да, попозже я вам отвечу, смогу ли я там с вами работать. Если вы видите, что есть какая-то надежда, что есть какой-то срок, к которому должно все образумиться, то берите этого клиента. Если не, ну, если вы видите, что там смерть, что там большая трагедия, я, например, выхожу из этой ситуации следующим образом. Я просто отказываюсь работать, потому что, конечно, сидеть с умными вещами, да, и говорить матери, что это все конец, нет никакой надежды, это неправильно. И с другой стороны, брать такой гороскоп и говорить: "Ну ничего, ну может быть он вернется", я считаю, тоже неправильно, потому что лучше один раз пережить, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Потому что если вы человека обнадеживаете в ситуации потери, то он будет еще 5 лет надеяться, он будет еще 7 лет надеяться. Уж, ну, как бы, я не знаю, это такие страдания, а, поэтому не нужно, если вы не верите если вы не видите в гороскопе, что действительно есть какая-то надежда, то не надо человека обрекать на эти страдания 5-7 лет, надеяться, что человек просто вернется, да, и что мне астролог сказал, что все окей. Потому что сердце, любящее сердце всегда хватается за надежду, всегда. Короче, вот такой у нас был эфир. К слову, у меня, значит, есть 2 новости. Раз завтра 1 апреля, вы завтра это, скорее всего, воспримете как шутку, но мы а, в середине апреля мы поднимем цены на курсы на 30% примерно, в связи с курсовой разницей и так далее. Ну, курс сейчас уже отрос, в общем-то, уже полегче, да, стало. Вчера был курс 92. Ну, в общем, у нас будет повышение цен в апреле, в середине апреля. Поэтому, если вы планируете зайти на какую-то ступень, да, присоединиться к нашему сообществу сильных астрологов, прогнозистов, если вы хотите какой-то мастер-класс докупить или еще что-то, пользуйтесь вот этим шансом, что есть еще 2 недели старых цен. Вот, которые еще вот 2 недели у вас останутся. Потом уже мы пересчитываем, обратной дороги нет. Потому что, к сожалению, все, что я покупала и покупаю, стало дороже. Вот сравните цену 158 и 152 и 258. Вот один и тот же предмет. В прошлом году летом я покупала за 158, сейчас мне приходится покупать 152. Сейчас мне его приходится покупать за 258 белорусских рублей. И так во всем. И так во всем. Даже программа, которая пересылает чековые данные в налоговую, и то стало дороже. И то. Хотя это ж, ну, сервис такой, да. В общем, вот такая история. Поэтому имейте в виду. Ну и плюс вторая новость, да, то, что у нас курс мунданной астрологии, то есть где я учу делать прогнозы для стран, государств, стартует тоже в апреле, в 3-ю неделю апреля. Точную дату скажу позже, ссылочку оставлю, как только закончится этот прямой эфир, в описании и в закрепленном комментарии. А можно работать в долларах, а не в рублях. Но я не могу повесить цену в долларах. Насколько я знаю, я ограничена российским законодательством, да. Все, мои хорошие, спасибо вам, что вы присутствовали на этом прямом эфире.
И мы сегодня уходим с хорошими новостями, с хорошим настроением. Вот, я буду рада, если вы поделитесь этим видео с друзьями, и причем вы можете, если они не астрологи, вы можете промотать астрологические размышления и найти тот момент, где я говорю, там, будет война или не будет, и выслать им с этого момента. Это очень легко делается. Ну чего, всем пока, мои хорошие. Чао. Хорошего вам дня.